Познавашка представляет развивающее видео «Я человек». Кто ты? Привет, малыш. Ну-ка, попробуй ответить на вопрос. Кто ты? Ты говоришь, что ты мальчик? Прекрасно. Или девочка? Тоже замечательно. Но самое важное, что ты человек. Ты устроен так же, как и другие люди. Ты многим на них похож. И все-таки нет больше на земле точно такого же, как ты. Для мамы и папы ты сын или дочь. Для бабушки с дедушкой внук или внучка. А кем еще ты можешь быть? Как можно о тебе сказать, когда ты покупаешь что-нибудь в магазине? Правильно, покупатель. На цирковом представлении или на спектакле в театре ты зритель. В автобусе, трамвае, поезде или другом транспорте ты становишься кем? Пассажиром. Если ты пришел к врачу в поликлинику, доктор называет тебя своим пациентом. Совсем ты скоро подрастешь и станешь учиться в школе, и тогда тебя будут называть школьником. Откуда ты появился? Ты родился у мамы с папой. Мама носила тебя в своем животе 9 месяцев. Затем ты принялся толкаться изнутри ножками и ручками, потому что тебе стало тесно, и ты захотел выбраться наружу. Мама почувствовала это и поехала в больницу, где врачи помогли тебе появиться на свет. Бывает, что у мамы рождается сразу 2, а иногда и 3 ребенка. Такие дети называются близнецами. Иногда близнецы так похожи друг на друга, что их трудно различить. Ты растешь. Когда ты только родился, ты был очень маленьким, не мог ни сидеть, ни ходить, и мама носила тебя на руках. Ты не умел разговаривать, а если тебе было холодно или хотелось есть, ты плакал. Тогда мама приходила на помощь. Ты быстро растешь, уже умеешь ходить, говорить, сам одеваешься, рисуешь, убираешь игрушки. Ты растешь даже когда спишь, и еще очень долго будешь расти. Девочка вырастет и станет женщиной, а мальчик превратится в мужчину. Твое тело. Любая часть твоего тела имеет название. У тебя 2 руки, правая и левая. На руках по 5 пальцев. На каждом пальце есть ноготь. На ноге у тебя тоже есть пальцы. Сколько их? Сосчитай. Молодец, их, конечно, 5. Пальцы имеют свои названия. Каким из них ты показываешь маме что-то интересное? Его называют указательным. А какой пальчик живет посерединке? Он так и называется – средний. На безымянном пальце носят колечки. Самый толстый палец называется большим. О каком пальчике забыли? Правильно, о самом маленьком – мизинце. А что внутри? В нашем теле очень много костей, и у каждой свое название. Кости нужны для того, чтобы тело сохраняло форму и ты мог двигаться. А еще они защищают твои внутренние органы от ударов и повреждений. Кости соединяются в скелет. Попробуй дотянуться рукой до лопатки. Найди у себя ключицы. Потрогай ребра. Проведи пальчиком по позвоночнику мамы или папы. Кости внутри твоего тела соединяются между собой суставами. Не будь суставов, ты не мог бы сгибать руки и ноги, шевелить пальцами, вертеть головой, жевать. Ну-ка, попробуй сесть, не сгибая колено, или взять в руки чашку, не сжимая пальцы. Это соединение называют суставом. Кости очень твердые и прочные. Ты можешь почувствовать это, надавив рукой на лоб или потрогав коленку. Но бывает, что даже крепкие кости ломаются. Это иногда происходит при ударе или падении. К счастью, наше тело так устроено, что кости могут срастаться.
Чтобы кости срастались правильно и быстро, на поврежденную часть тела врач накладывает специальную гипсовую повязку. Что помогает тебе двигаться? К костям скелета прикрепляются мышцы. Каждая мышца имеет название и выполняет важную работу. Мышцы так устроены, что могут становиться длиннее, растягиваться, или короче, сокращаться. Они двигают разные части тела, помогают тебе совершать движения. Что происходит, когда ты сгибаешь и разгибаешь руку? Мышца сократилась, рука согнулась. Мышца растянулась, рука разогнулась. Благодаря мышцам ты можешь бегать, прыгать, кувыркаться, дышать, жевать, рисовать, лепить из пластилина и делать многое другое. Некоторые мышцы, например, сердце, работают постоянно, а другие только тогда, когда ты этого хочешь. Бывает, что тебе хочется побегать или потанцевать, а бывает порисовать или вырезать что-нибудь из бумаги. Встань перед зеркалом и улыбнись. А теперь покажи язык. Подвигай губами и бровями, поморгай, скорчи смешную или страшную рожицу. Все это тебе помогают делать мышцы лица. Мышцы, которые не работают, становятся слабыми. Если делать гимнастику и заниматься спортом, то они будут крепкими и сильными. Поэтому не ленись и каждое утро делай зарядку. Мышцы умеют растягиваться, поэтому ты можешь сделать упражнение мостик или шпагат. Крепкая одежда. Твое тело покрыто кожей. Она похожа на прочную и мягкую одежду, которая не пропускает воду, защищает от жары и холода и не позволяет вредным микробам проникать в организм. Твоя кожа умеет чувствовать то, к чему ты прикасаешься. Какой на ощупь кактус? А что ты почувствуешь, если погладишь кошку? Потрогай чашку с чаем. Она холодная или горячая? А мороженое? А ты сможешь с закрытыми глазами отличить мячик от кубика? Умение определять на ощупь предметы называется осязанием. У людей кожа бывает разных цветов – белого, желтого и даже черного. Летом, когда ты загораешь на солнышке, твоя кожа темнеет. В ней появляется особая краска – меланин. Так кожа старается защитить твой организм от лучей жаркого солнца. Чем темнее кожа, тем лучше защита. Но если ты будешь слишком часто подставлять свою кожу солнышку, ей это может не понравиться. Сердце и кровь. Посмотри на свое запястье. Ты видишь под кожей тоненькие трубочки-сосуды голубого цвета? Они называются артерии и вены. По ним течет кровь. Кровь разносит по твоему телу пищу и кислород, без которых ему никак не обойтись. Но сама по себе кровь не смогла бы бежать по сосудам. Передвигаться ей помогает сердце. Сердце, хотя и маленькое, размером с твой кулачок, но сильное и выполняет очень важную работу. Попробуй крепко сжать руку в кулак, а потом резко разжать ее. Так и сердце то сжимается, то разжимается, толкая кровь по трубочкам сосудам. Сердце никогда не останавливается и работает даже ночью, когда ты спишь. Приложи пальцы к шее или к запястью. Что ты чувствуешь? Под рукой как будто что-то двигается, бьется. Такие толчки называются пульсом. Для того, чтобы послушать твое сердце, врач пользуется специальным прибором. Он называется стетоскоп. Зачем ты дышишь? Для того, чтобы жить, человеку необходимо дышать. Помогают это сделать легкие. Они находятся в груди. Возьми губку и опусти ее в миску с водой. В губке есть много маленьких дырочек, которые впитывают в себя воду. Легкие очень похожи на губку. Они состоят из множества пузырьков и могут вбирать в себя воздух. Когда ты вдыхаешь, легкие расширяются. Когда же выдыхаешь,
Легкие сжимаются, и воздух выходит наружу. Очень похоже, из губки вытекает вода, если ты сожмешь ее в руке. Дышать тебе помогают легкие. Положи руку на грудную клетку, и ты почувствуешь, как она двигается при вдохе и выдохе. Твои легкие очень любят дышать чистым воздухом, а дым, особенно сигаретный, приносит вред. Ты, наверное, знаешь, что рыбы умеют дышать под водой. Человек дышать под водой не умеет. Он может лишь ненадолго задержать дыхание. Для подводного плавания люди придумали специальные аппараты – акваланги. А что во рту? Как ты думаешь, зачем нужны зубы? Правильно, чтобы жевать пищу. Путешествие еды по твоему телу начинается именно с зубов. Ведь ты не можешь проглотить целое яблоко. Ты откусываешь его по кусочку и пережевываешь. Не все зубы у тебя во рту одинаковые. Острые резцы и клыки находятся спереди. Ими ты откусываешь пищу. А широкие коренные зубы нужны для разжевывания и перемалывания еды. Сверху зубы покрыты белой эмалью. Это очень прочное вещество, но даже надежную эмаль могут разрушить микробы. Они живут у тебя во рту и питаются теми кусочками пищи, которые остаются на зубах. Если на зубе поселились микробы, он начинает болеть. И поможет в этом случае только зубной врач. Но ты можешь сражаться с микробами с помощью зубной щетки и пасты. Микробы их очень боятся. Язык помогает чувствовать вкус пищи. Рассмотри его в зеркале. Видишь маленькие пупырышки? Это вкусовые сосочки. Ну-ка, закрой глаза, а мама пускай положит тебе на язык кусочек какой-нибудь пищи. Даже с закрытыми глазами ты сможешь отличить на вкус сладкое печенье от соленого огурца, кислый лимон от горького перца. Попробуй подержать язык пальцами, чтобы он не двигался, и рассказать считалочку. Получилось совсем непонятно. Вместе с губами и зубами язык помогает разговаривать. Путешествие еды. Что происходит с едой после того, как ты разжевал ее зубами? У тебя во рту есть особая жидкость – слюна. Слюна превращает пищу в мягкую кашицу. Затем, когда ты глотаешь, еда попадает в специальную трубку – пищевод, а из нее – в желудок. Здесь еда продолжает измельчаться. Этому помогает желудочный сок. Дальше еда продвигается в кишечник. Здесь она становится совсем мягкой и попадает в кровь, а кровь разносит полезные вещества по всему организму. Все лишнее, что твоему телу больше не нужно, выходит из кишечника наружу. Во всем твоем теле много воды. Кровь – это тоже жидкость. Поэтому для жизни и роста тебе нужна вода и много полезных продуктов. Молоко, творог, сыр, яйца, мясо и рыба помогают тебе расти, делают крепкими твои кости и зубы. Хлеб, картофель, рис, гречка, макароны дают тебе энергию для игр и занятий спортом. Когда человек хочет пить, говорят, что он испытывает жажду. Напиться можно обычной воды, сока, молока или компота. Витамины. В продуктах, которые ты ешь, находятся нужные для тебя вещества – витамины. Витаминов много, все они разные, и каждый выполняет свою важную работу. Живут витамины в разных продуктах, но больше всего их в овощах и в фруктах. Витамин А помогает твоим глазкам хорошо видеть, особенно вечером, когда на улице начинает темнеть. Витамин С нужен для того, чтобы ты был сильным и не болел. Он делает крепкими твои трубочки-сосуды. Витамин В необходим твоему сердцу, мышцам и коже. Умный компьютер. Любыми действиями твоего тела управляет мозг. Он словно умный компьютер, который много знает и умеет. Твой мозг командует сердцем и легкими, помогает ушам слышать, а глазам видеть. Он умеет думать. Благодаря ему ты можешь рисовать и читать, собирать пазлы и играть в игры, бегать и прыгать, есть и смеяться. Твой мозг может запомнить очень много. Ты
Ты легко учишь песенки и стихи, знаешь буквы и цифры. А еще ты помнишь, где отдыхал летом, как пахнет роза и какой вкус у твоей любимой конфеты. Чувства и эмоции. Любовь, радость, грусть, раздражение. Все это называется эмоциями. Злость, обида, ненависть, страх – эмоции отрицательные. Радость, удовольствие, благодарность, любовь – эмоции положительные. Когда ты расцарапаешь коленку, то расстраиваешься и плачешь. Какое у тебя настроение, когда ты играешь с друзьями в веселую игру? Наверняка тебе очень весело. А если у тебя что-то не получается, ты начинаешь немного злиться. Как ты себя чувствуешь, когда мама долго не возвращается с работы? Конечно, грустишь. Ты смотришь на мир. Узнавать обо всем, что происходит вокруг тебя, ты можешь благодаря органам чувств. Их всего 5. Глаза, нос, уши, рот и кожа. О коже и языке мы уже говорили, а теперь поговорим о глазах. С их помощью ты видишь много удивительных вещей. Способность видеть называется зрением. Каждый глаз похож на шарик, поэтому его называют глазным яблоком. Глаза прикрывают специальные складочки кожи – веки, а на них растут длинные реснички. Они защищают глаза от пыли и соринок. Брови не дают попасть в глаза капелькам дождя или пота. Глазные яблоки всегда должны быть мокрыми. Когда ты моргаешь, слезная жидкость их смачивает. Слезы, которыми ты иногда плачешь, вымывают из глаз вредные микробы, если они туда случайно попали. Посередине глаза находится маленькое черное пятнышко. Это зрачок. Когда вокруг темно, зрачок становится большим, расширяется. Если ты выйдешь на яркий свет, зрачок станет совсем маленьким, сузится. Он ведет себя так для того, чтобы ты мог видеть и темным вечером, и солнечным днем. Ну-ка, посмотри в зеркало на свои глазки. Какого они цвета? У людей бывают глаза серого, голубого, зеленого и даже коричневого или карего цвета. Но не все люди видят одинаково хорошо, потому что глаза тоже могут заболеть. Если у человека плохое зрение, врач подбирает ему очки, которые помогают видеть лучше. Ушки на макушке. Уши – важный орган чувств. Они позволяют тебе слышать, что говорит мама и другие люди, различать голоса животных, пение птиц, шум ветра, музыку, гудки машин и все звуки, которые тебя окружают. Некоторые люди слышат очень плохо или не слышат совсем. Они носят специальные слуховые аппараты, которые помогают им слышать окружающие звуки. Что это так пахнет? Благодаря своему носу ты дышишь и чувствуешь запахи. По запаху ты можешь понять, что мама готовит на ужин, и с закрытыми глазами отличить апельсин от мясного пирога. Если пыль, дым или шерсть животных попали в нос, тебе становится щекотно и ты начинаешь чихать. Так твой нос старается убрать то, что ему мешает дышать. Когда у тебя насморк, ты тоже чихаешь. При этом вместе со слизью из носа выходят вредные микробы, и ты быстро выздоравливаешь. Если у тебя заложен нос, то ты не можешь чувствовать запахи. Итак, малыш, теперь ты познакомился со своим телом поближе. Ты знаешь, для чего тебе нос и для чего тебе уши, зачем нужны глаза и как ты дышишь. Ставь лайк и подписывайся на канал. Впереди тебя ждет еще очень много интересного.